Ну чего, сегодня я снова не готовлю. Сегодня у меня в гостях Виталий, мой старый, хотя он молодой, близкий друг, прекрасный повар, восходящая звезда московской кулинарной сцены. И мы сегодня будем готовить с ним что? Куриный паштет. На Новый год или после Нового года? Новогоднее блюдо, куриный паштет методом сous-вид. Вина налить? Да. Все, поехали. У меня есть куриная печень. А можно улыбнуться? Лучше не стоит. А потом у меня есть лук, чеснок, это как основа, да? Сливочное масло, яйцо, главное сладкий портвейн, сливки, очень густые специи, розовый перец, сладкая паприка и орегано. Что надо делать? Что я должен сделать? Я должен тебе как-то там подносить раненых там? Нет, давай ты зажжешь плиту, и мы сделаем сначала, обжарим лук и чеснок. Это я умею. На масле до готовности. Примерно 40-50 грамм. Нам нужно до готовности обжарить лук с чесноком, чтобы они не горели, а просто... Пассеровались, потели. Ну, пассеровка, да, можно так сказать. Пассеровать. Как мне нравится, когда другие работают. Мне тоже, поэтому я стал шефом. Шеф на кухне выполняет две роли. Ну, улыбнись. Разработку... Да, мне вина нет. Разработку меню. Так. И просто контроль раздачи. То есть тебе приносят блюдо, и ты говоришь, мы отдаем это или нет. Мы жарим на медленном огне для того, чтобы оно не подгорело. Нам нужно обжарить до мягкости, потому что потом будем все пробивать через блендер. И если оно будет жестко, оно так и останется крупинкой. Нам нужно, чтобы это все стало мягким, полукарамелизированным, полутушеным. Если мы сделаем сырое и просто пропюрируем, да, там будет вкус лука, но не будет вкус сладости, вкус... Карамелизация это, Да, вот. Это реакция Майера называется. Мы должны провести ее с продуктом по максимуму, чтобы весь этот вкус был в паштете. Вливаем портвейн. Вливаем портвейн. Но ты же берешь хороший портвейн для этого, Конечно. да? Не Капитдак. И не... Вот, улыбаться начал. Даже не Массандро. Нет, это Мартинес, это очень хороший порто. Потому что вкус этого портвейна будет в вашем паштете. Зачем брать плохой некачественный ингредиент? Ну вот это тоже моя теория, которая состоит в том, что не надо жрать говно, да? Да. Если ты добавишь его здесь, какая разница, там та же низкая спиртозность и кислота будет в твоем же паштете. Ну пахнет очень хорошо. Очень хорошо. Так, что дальше делаем? Мы берем мягкое сливочное масло для нашего паштета, чтобы он был шелковистым. И режем его на кусочки. Конечно, мы замешиваем в паштет всегда все небольшими кусочками. Если вы замешаете все сразу, то у вас будет полная белиберда и каша. Так как у Михаила нет нормального объема посуды, Нет. мы сделаем все порциями. Половинку. Да. От пленок мы не будем очищать, потому что... Зачем? Вообще можно очистить, но мы потом пробьем все это через сито, и они там также и останутся. То есть логично, что можно себя не утруждать этой работой. Сливки. Сливки. Сколько у тебя здесь? Тут на полкило печени мы берем примерно 50 грамм сливок и 100 грамм масла сливочного. Он тогда будет сливочный, насыщенный, жирный, но в меру. Забрасываем также половину лука с чесноком и портвейном. И пробиваем. Улыбаемся и машем, и пробиваем. Да, и Вверх-вниз, вверх-вниз. И делаем поступательными движениями, Да, вверх-вниз. пробиваем наш паштет. В этот момент, пока мы пробиваем, добавляем понемногу сливочное масло. Давай, я себе Да. буду добавлять. Половинку, Пускай от меня будет польза. хоть какая-то. Ну. Берем сито, скидываем мусс, венчик, лопатку, ложку, неважно, что у вас есть. И процеживаем такими движениями. Можно то же самое делать ложкой, можно лопаткой, можно чем угодно. По факту мы делаем сито, чтобы мусс приобрел свою шелковистость, да? Но самое главное, мы удаляем все ненужные пленки, которые мы вначале не очистили. Мы сначала едим глазами, а потом пробуем. Поэтому на новогоднюю ночь дома, помимо салата оливье, я люблю оливье. Но должно быть что-то намного интереснее. Оливье скоро будет. А селедка под шубой? Нет, будет вителла тоната. Уже было вителла тоната. На самом деле, селедки под шубой я не делаю, потому что я ненавижу это блюдо. Это пускай Ивлеев делает. А я делал вителла тонат, я считаю, что это 1000 раз интереснее.
Не дай боже. Не упоминаю во имя всую. Ну почему? Это же Вот. наше У нас остается здесь... вот дерьмо, да, Да, остается? пленочки, непрожаренный лук. Ну, все, что нам не нужно, оно остается здесь. Это все мы выкидываем в утиль. Слушай, ну это вот вообще просто... Подожди. Подожди. Надо сначала снять. Подожди, вот это просто поразительно, потому что она абсолютно... Ну, сейчас она не соленая еще. Потом уже добавим А у специи. нее все равно у меня будет сальмонеллез, но я готов умереть Нет сальмонеллеза. ради этой консистенции. Если вы не покупаете у бабушки с дороги яйца и курочку, сальмонеллеза у вас не будет. Что, вторую порцию делаем? Да, давай сейчас все сделаем сразу со специями. Я уже научился. Да, можно я? Ладно. Я беру... Тогда я подержу, а ты пробьешь? Да, я пробью, я умею. Я беру масло, я беру остатки лука. Только сливки возьми половинку оттуда. Ага. Половину, да? Я скажу это. Все. И все специи, что значит? Соль, Нитрит. паприка, нитрит. Вообще, чем отличается? Чем отличается? Она менее, кстати, соленая, и она, благодаря своему агенту, удерживает цвет, когда после коагуляции белка, ну, короче, А можно для нормальных людей сказать? мясо будет розовым. Мясо будет розовым. Там примерно идет 10 грамм этой соли, для того, чтобы цвет был красивый. Ну и по грамму наших всех специй. Это сладкая паприка, орегано и розовый перец горошек. У тебя более уверенно получается. Ну, я страшно. Чего-то умею лучше. Так, ну достаем весь наш паштет, процеживаем и добавляем соль. Ой, блин, мы яйцо не добавили. Блин, а это Все пропало. Ну вообще порнуха будет, да. Давай добавим сейчас яйцо. Мы так увлеклись вот этим вот процессом, что забыли про яйцо. Ну, ничего страшного. Так, А привык, когда несчастные киргизы за тебя пашут уже, да? Будучи шеф-поваром. да. Ну не только киргизы. А я буду помогать. Добавляем сахар для более насыщенности, потому что при работе сахара с солью они всегда дают более насыщенный вкус. Не бывает соли без сахара и сахара без соли. Тяжелая работа реально, у меня тоже рука устает. Пипец. Все, давай добавим еще соли. Виталий, можно вопрос про соль? Да. Ведь это же идиотизм, что соли надо чуть-чуть. Конечно, да. Слава богу, спасибо всем. Еще говорят, что соль это там смерть, белая смерть, да? Чушь абсолютно ведь, да? А люди пьют, курят, как бы это нормально, но соли надо есть чуть-чуть. Нет, потом, как мы проверяем насыщенность? Надо проверить сразу заранее, потому что потом вы уже не справите это. По-моему, офигенно. Если честно, очень. Мы берем вакуумные пакетики, хорошие, прочные, хлопчатобумажку. Хлопчатобумажные, да. Должно поместиться, я не уверен. Мы можем на 2, на 3 сделать. Нет. Хорошо. А, на 1, да? Да. Что, запоело? Да. Да? 100%. О, класс. 75 градусов? Мы ставим наш куриный паштет на 75 градусов на 45 минут. 45 минут. Да, ну, короче говоря, у нас уже прошло 45 минут, поэтому нам тяжелее стоять на ногах. Наш паштет остывает в холодильнике. Что мы делаем сейчас? Мы сейчас будем делать блюдо куриный мусс с карамелизированной хурмой. Да мы уже его делаем, час уже с тобой лишний. Хватит нам столько. Чуть половину. Двоих-то, да? Да. Мы прогреваем на медленном огне для того, чтобы хурма стала мягкая, прогрелась, потому что у нас будет разные температуры. Мусс будет холодный, соответственно, нужно теплый сладкий фрукт. Все. Слушай, а что такой здоровый прям кусок на одну порцию? А почему нет? Ты сделаешь просто нормально. Ну, ты Может же... быть, его пополам как-то разрезать, нет? Давай сначала сделаем. Хорошо. Да. А я пока... Ты шеф, я-то... Мое телечко обоссался и стой. Нам просто нужно ее прогреть, потому что потом будем ее карамелизировать. Так, кто хочет знать, в каком ресторане Виталий шеф, пишите комментарии, отправлю ссылочку. Угу. Да. Скидок нет. Доставай мусс. Розовая прелесть. Давай. Да.
И будем пробивать его для того, чтобы он стал однородным и удалить лишний кислород из него. Зачем вы проверяете? Он великолепный. Надо. Окей. Коричневый сахар демерара тростниковый. Просто сыпем на сковородку. Ждем, пока он начнет карамелизоваться, или можно сразу поставить на него форму. Смотрите, все. Да. Я выкладываю или чего? Но ты должен будешь положить это все в тарелку. И мы это все готовим дома, на самом деле, да? Да. Надо еще сахара. Блин. Слушай, это очень вкусно. Это просто великолепно. Покажешь, когда? Смотри. Берешь Бомба. наш мусс. Так. На 2 порции, да, например? И разглаживаешь его по нашей форме нашей хурмы, да, например. Так. Например, там большую положку, Да. маленькую. Далее мы берем нашу карамелизированную хурму и выкладываем ее на куриный мусс. Берем рукколку. Можно сделать все небрежно. Хаос правит Должен миром. выпить. Это красота. Как бы ничего особенного, доступные ингредиенты. Просто нужно чуть-чуть заморочиться дома. Заморочиться, на самом деле, то, что ты делал, это все сделать элементарно. И, конечно, но многие... Ну, это То не... есть ничего военного я здесь не вижу. Конечно. Просто придумать рецепт, это вот усрешься. Это просто лучший мусс, Так, который ел не только на своей кухне. берем орешки. И чтобы не в пыль, а в такой легкий грильяж был. И мы... А я тоже должен буду это сам делать, да? сейчас? Конечно. Издевается надо мной. Ну давай, отходи в сторону. Ну, нормально? Да, Или крупновато? очень хорошо, да. Ты бы отдал? Орешки, да, все. Хорошо, молодец. Только ты не режь хлеб, потому что вкуснее, когда ты его рвешь. То есть я должен взять? Да, горячий. И, например, на порцию сделаем вот так 3 хлебушка. Все, наше блюдо готово. Это куриный мусс, карамелизированный хурмой и карамелизированными орешками. Прямо вместе? Конечно, для этого мы его сверху выложили. Все, подожди, давай. Ты берешь. Режу. Режу. Без хлеба пока пробую. Блин, это куриная печень, она такая немножко пряная, немножко острая, немножко пьяная от портвейна. Сладкая хурма, теплая, с хлебом. Просто огонь, просто огонь. Для домашнего повара. Ну, Нет, на самом деле, кроме шуток, мы же это все сделали дома. Поэтому, ну, немножко времени нужно подождать, но такого почти никогда не ел. Виталий, огромное спасибо. тебе спасибо. Самое смешное, что я звал его готовить одно блюдо, но он пришел еще с едой. Поэтому в следующей серии мы покажем еще одно блюдо, которое можно сделать для Нового года или просто для праздника, который тоже Виталий сделает. Да. Поэтому пока кто не забыл, лайки и колокольчики под этим видео ставьте, да. потому что когда выйдет следующее видео, вы снова увидите Виталия, этого черстого, серьезного человека, который не улыбается, но который при этом офигенно по-другому готовит. нельзя. Нет, нельзя. Слушай, реально вкусно. Мне нравится. Кроме шуток.